Чусовая начинается на восточном склоне Уральского хребта, рядом с реками бассейна Оби. Она одна выбрала дорогу на северо-запад. Река прорезала себе путь сквозь Уральские горы, из Азии в Европу. Вода проточила камень. Свидетелями той грандиозной работы вдоль ее берегов остались стоять величественные скалы, которые здесь называют бойцами. Живописные скалы начинаются в районе села Слобода, в среднем течении реки Чусовой. Это старинное уральское село, основанное староверами, знаменито тем, что отсюда в 1703 году отправился в путь первый железный караван – флотилия барок, груженных металлом. Сейчас уже ничто не напоминает о находившейся некогда на этом месте пристани. Но именно отсюда мы отправимся в наше путешествие. Воду-то не страшно. Красиво все. Тебя только в кино снимать. А он и снимает. Речка. С камня, который называется Поповским, слободской священник благословлял уходящие вниз по реке караваны. В среднем 3% барок не доходили до места назначения. Более 300 камней Чусовой готовы были встретить сплавщиков. Из них бойцами назывались не все, а только самые опасные, те, о которые бились барки. Бойцы могут быть разных размеров и форм. Изящные, как камень гребешки, стройные, как камень Мосин, или монументальные, как камень Сибирский. Всех их объединяет одно – они стоят на резких поворотах реки, и струя воды бьет прямо в них, а тяжелые барки неслись со скоростью 15-30 км в час. Основной сплав проходил по бурной реке в половодье, потому что Чусовая местами довольно мелкая, даже сейчас, в конце мая. И все равно многие барки не могли избежать перекатов и мелей. С начала горнозаводского дела старинные чусовские крепости превратились в пристани. На них свозили металл с многочисленных заводов, находящихся в глубине Урала. Были и на реке поселки, где плавили металл. Один из них – Староуткинск. Как и все пристани, он находится в устье небольшой речки, которую перегородили, и образовался пруд. Силу воды, вытекающей из большого Староуткинского пруда, использовали на металлургическом заводе, принадлежавшем Демидовым. Его старые домны выплавляли металл еще и в Великую Отечественную войну и вплоть до 90-х годов прошлого века. Ниже пруда находились верфи, где строили, а после загружали барки. После ледохода они уже стояли груженные и готовые к отплытию. Все ждали, когда покажутся баржи, идущие с верхних пристаней. Когда они проносились мимо, шлюзы открывали, и староуткинские барки присоединялись к каравану. При низком уровне воды в реке этот огромный пруд выпускали, наполняя Чусовую.
Всего на реке было 17 пристаней. Некоторые поселки остались, но пристани не сохранились. Некоторые, как и Лим, наоборот. Села уже нет, а каменный причал стоит. 2 века продолжался сплав железных караванов по Чусовой. Река была единственной дорогой, по которой металл, полудрагоценные камни, золото, все богатства Уральских гор отправляли в Центральную Россию. Но в начале 20 века караваны ходить перестали. Они не выдержали конкуренции с железной дорогой. 2 века бурной истории реки остались в прошлом. Чусовая, ее берега стали другими. Где тянули лямку бурлаки, все заросло черемухой. Неизменными остались только бойцы. Между Староуткинском и Усть-Уткой находится несколько известных камней. Боярин. По легенде, на нем, укрывавшимися после разгрома соратниками Пугачева, был спрятан клад. Камень-печка с гротом действительно напоминает русскую печь. Возле бывшей деревни Валегово находится боец гребней. Это 2 наклонные пластины высотой 38 метров. Село Сулем тоже одна из демидовских пристаней. Сюда от Невьянских заводов подходила старая шайтанская дорога. В ней есть брод, доставлявший хлопоты сплавщикам и прибыль местным жителям, которые стаскивали барки с мели. К ночи мы подошли к одному из интереснейших сел Чусовой – Усть-Утке. Находится село в устье реки Межевая Утка. У Чусовой несколько притоков с названием Утка, но к птице оно никакого отношения не имеет. Так русские переиначили мансийское слово «утьва», что просто значит «река, водный путь». Межевой река названа потому, что еще в XVI веке здесь возникла крепость, самое восточное поселение Строгановых на реке Чусовой. Река служила границей русских и сибирских земель. По ней думал начать свой поход Ермак, но после выбрал другую реку, возможно, из соображений безопасности. Утка уже была освоенной дорогой в Сибирь. В XVIII веке, когда на Чусовой появились Демидовы, река разделила их и строгановские владения. Село Усть-Утка принадлежало Демидовым, а строгановские поселения на другом берегу стали называться Баронским в честь баронов Строгановых. Демидовы пришли на Урал на 1,5 века позже Строгановых и поначалу крепко потеснили прежних хозяев. Хваткие дельцы, жестокие в отношении к своим крепостным, память о них на реке осталась недоброй, но они вросли в Урал. Для одного Демидова Чусовая даже стала родиной. Вдалеке от деревень, на глухом участке реки стоит крест. Надпись на нем гласит:
что на этом месте в 1724 году у Акинфея Демидова родился сын Никита. По его велению крест и установлен в 1779 году. На противоположном берегу находится камень Писанный. Назван он так потому, что на нем в то же самое время была вырезана точно такая же надпись, что и на прибрежном кресте. О Строгановых на Чусовой тоже осталась память. Точнее, не о них самих, а о Ермаке, поход которого купцы организовали. Это устье реки Серебряной, на которую свернула дружина Ермака. Здесь тоже стоит крест. Правда, установлен он не так давно. Трудно представить, как казаки поднимались по этой бурной, мелкой реке. Есть рассказ о том, что они перетягивали поперек реки холсты, поднимаясь по образовавшемуся пруду. И так все выше, выше, как по ступенькам, пока не добрались до истока Серебряной. А оттуда уже недалеко до сибирских рек. Может и так, но способ кажется совершенно невероятным. Так или иначе, река Серебряная и потом служила дорогой, по которой в Сибирь шли первые русские колонисты. В ее устье возникла деревня Усть-Серебрянка, которой теперь нет. Остался сад, но, очевидно, он принадлежал пробовавшему здесь хозяйствовать в 90-е годы фермеру. Однако о Ермаке сохранилась самая прочная память, какая только может быть на Чусовой. Именем Ермака назван камень. В нем есть пещера, в которой, по легенде, зимовала дружина казаков. Пещера находится в 20 метрах над рекой. Попасть в нее можно только спустившись сверху по веревкам. Да она и небольшая, много людей туда не войдет, но народные предания стойки. К тому же сплавщики считали Ермака волхвом. И, проплывая мимо камня, кричали: «Ермак! Ермак!». Если пещера отзывалась эхом, значит плавание закончится удачно. Ниже Устютки находятся самые величественные бойцы. Первый из них – камень Омутной. Эта отвесная скала поднимается на высоту 75 метров, а ее длина полкилометра. Омутной считался одним из опаснейших бойцов. По своей структуре чусовские камни отличаются друг от друга. Одни состоят из пластов. Характерный пример тому – камень Дужной. 500 миллионов лет назад на месте Уральских гор был теплый океан. На его дне накапливались известковые отложения. В период горообразования они сминались в складки, образуя эти выпуклые и вогнутые дуги. Другие камни, как, например, столбы, не имеют слоистой структуры. Это бывшие кораллы, остатки рифа, который тянулся по дну древнего океана на 1000 километров вдоль склона Западного Урала. В процессе горообразования рифы тоже оказались в толще земли, но река снова вывела их на поверхность. Теперь в этих постройках морских организмов живут папоротники, выглядывая из ниш, куда река занесла крохи земли.
В известняковых скалах развиты карстовые процессы. Вода проточила причудливые ворота и пещеры. В пещерах находят стоянки людей времен неолита. Ведь Чусовая уже много тысяч лет служит дорогой из Азии в Европу. Камни обладают своей уникальной флорой. Многие из них считаются геолого-ботаническими памятниками природы. Мы начнем знакомство с цветами от самой реки. Все ее прибрежные участки заняты нордосмией холодной. Выше, на затененных полянах, растет медуница. Сейчас в мае самый пик ее цветения, а для шмелей пора медосбора. В сырых и тенистых участках леса буйство папоротников. Их листья не прорезаются из почек, как у других растений, а скручены, как бы в улиточьи раковины, и при распускании медленно разворачиваются. Более освещенные участки леса занимают купальница и пион Марьин корень. А этот цветок, кажется, готов защищаться. Действительно, он нашел себе хорошее место под защитой скалы. Теперь мы поднимемся чуть выше. Здесь встречается лиана горных таежных лесов, княжик сибирский. Рядом хрупкая орхидея калипсо. А еще выше, на самих скалах, идет борьба цветов и деревьев. Под корнями же карбонат кальция. Только недостаток почвы ограничивает деревья. Зато ее вполне хватает для астроальпийской. А на открытых скалах живут степные виды, реликты доледникового периода, такие как шеверекия. Леса наряду со скалами еще одно богатство Чусовой. Некогда их вырубали для нужд металлургических заводов. В советские времена лес истребляли еще более нещадно, до 70-х годов, когда запрещен был рассыпной сплав, а гонять плоты по извилистой реке трудно. Тогда многие леспромхозы закрылись, и лес стал восстанавливаться. Это елово-пихтовая тайга с примесью березы и лиственницы, с подростом из черему. Скалы освоили цепкие сосны. В одной из них над обрывом устроил себе жилище дятел Желна.
Сейчас у птиц период гнездования, и на наших стоянках мы были окружены их голосами, не умолкавшими и в короткие белые ночи. Недалеко от Кына находится целая гряда бойцов. Вот еще один камень по имени Печка. Пожалуй, красивейший из всех чусовских печек. А за ним начинается самый большой боец реки – камень Великан. Его высота 115 метров, длина около 2 километров. Перед ним река делает долгую петлю. За Великаном находится боец по имени Воробей. Это небольшой камень. Барки бились о него редко, но от плотов он обычно отклевывал по нескольку бревнышек. За Воробьем начинается село Кын. В нем тоже видны остатки каменной пристани. Кын значит холодное место. И действительно, после него погода начала портиться. В пасмурную погоду река вдруг вся покрылась крылатыми насекомыми. Это поденки, одни из самых древних существ. Им 500 миллионов лет, столько же, сколько породам, слагающим чусовские камни. Но сами эти хрупкие создания живут от нескольких часов до нескольких суток. За свою мимолетную жизнь они успевают отложить яйца. Для этого они и садятся на воду, к радости рыбьей мелочи. Вскоре мы оказываемся у гряды самых опасных бойцов. Первый из них – камень-горчак. Он и получил свое прозвище, потому что принес много горя. Эти бойцы, может, не так впечатляют размерами, но они клиньями уходят под воду, перегораживая реку. Течение несет прямо на скалу, и, успев отвернуть от одного камня, барка вскоре оказывается перед другим. Следующий камень – Молоков. Он назван так потому, что вода возле него превращалась в белую молочную пену.
За ним находится камень Кликунчик. Сам по себе он не опасен, но во время сплава на него выходили девки в красных сарафанах и отвлекали внимание сплавщиков. Минутной расслабленности было достаточно, чтобы сплавщики не успели отвернуть от следующего камня – разбойника, где барки уже поджидали мужички-грабители. Разбойник считался самым опасным бойцом часовой. Каждый год бились об него барки. – 1877 год был особенно трагическим. За один день о разбойник разбились 23 барки. Погибло более 100 человек. После этого камень был частично взорван. Но и сегодня этот серый, заросший камень с гребнем, упершимся в воду, производит мрачное впечатление. За разбойником следует боец 4 брата с несколькими уткнувшимися в реку скалами. Самый последний в этой смертельной гряде – камень Отметыш. Это очень коварный боец. Барка могла уже пройти мимо него, но за камнем течение поворачивает, и барку разворачивало и било о камень. В этом круговороте ее могло вращать и бить много раз. За камнем Отметыш сплавщики могли вздохнуть спокойно. Ниже по реке опасных бойцов больше нет. Чем он на этот идет? На костер, Со времен железных караванов многое изменилось на реке. Была она и местом заключения, и рубки леса, и туристических сплавов. Сейчас на реке стало тише. Проложив путь через горные теснины, часовая отгородила себя от шума и суеты. Ведь совсем недалеко от нее стоят большие города, проходят дороги. А здесь совсем другая жизнь, где на много километров вокруг шумят темнохвойные леса. Отвесные скалы-бойцы хранят покой реки, позволив втиснуться между собой лишь небольшим деревенькам и селам. Главное, через что уязвима часовая – вода. Стоящие выше по течению заводы загрязняют ее, поэтому река нуждается в помощи. Она протекает через Челябинскую, Свердловскую области и Пермский край. В Свердловской области создан природный парк, но вся река, от истока до устья, должна стать единым охраняемым парком. Ведь не только ее среднее течение, где стоят скалы, вся часовая по-своему красива и уникальна.